Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Максимом Гольдорпом. Он на связи. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, люди уважаемые. Мы, конечно же, будем сегодня такую достаточно серьезную поднимать тему перестановок в украинском правительстве, политических последствий и прочее. Но начать с вами разговор я хотел бы не с Федорова против Сырского, Сырского против Федорова, не с картонок, не с вот этих вещей, а немного, ну, скажем так, с военной части. Почему? Потому что давайте вот посмотрим на события, которые прошли и вроде как так незамеченными на фоне этих бушующих ураганов, которые там, ветров или волн, которые запустил Зеленский. Приезжал министр иностранных дел Турции в Киев. Вместе со Стармером, это было в один день, и вот они там чего-то совещались. Он говорит о том, что вот, Киев, как вам Киев, спрашивают. Да хорошо, но войну надо заканчивать. Там сразу на следующий день против персиков, черешин турецких ввели запреты россияне. Ну, так совпало, нашли какого-то червяка или что-то подобное, то есть там несоответствие. Турция будет поддерживать, понятно, Украину, но Фидан очень интересное как бы заявление сделал. Он говорит, опять откатывая нас, да, назад, говорит, а давайте сделаем частичные какие-то перемирия. Давайте вот, ну опять, зерновая сделка 2, да, то есть, если так общо говорить. То есть предлагается поэтапный какой-то план снижения эскалации. И это вот прозвучало в Киеве. Конечно, как бы все отметают уже эти мысли, но мне кажется, это тонкий голосок, который среди этого сонма орущих за войну картонок, политиков, урсул, дронов, атак. Мне кажется, здесь что-то есть разумное и то, что нас ведет по определенному сценарию этой войны. Потому что, как мне представляется, даже вот эта деэскалация, она будет поэтапной, а не так, что в один день все закончится. Как вы видите ситуацию, вот больше с военной точки зрения, ведь по большому-то счету, нам же что говорили, несколько недель, будут наступления на Черниговскую область, пойдут там куда-то на запорожском направлении, сейчас как попрут, сейчас вот начнется, там ядерка, еще чего-то, удары, мосты, но этого всего нет, наоборот, кончились НПЗ, Зеленский бьет по складам Wildberries, ну, маркетплейса, и говорит, это наши дальнобойные санкции. То есть, несмотря на всю эту буйство, все идет как идет. Я думаю, что будут и мосты, будут и бомбы. Возможно, это не сразу будут ядерные, или, дай бог, не будет ядерных. Но так или иначе, это все будет. И я уже говорил о том, что, на мой взгляд, Россия прицеливается. Они долго запрягают всегда. Они сами о себе так говорят. Долго запрягают, да потом быстро едут. И враги о них точно так же говорят. Враги России, что они умеют учиться. На своих, к сожалению, для них ошибках. Но между тем, они на них учатся. Это тяжелые для них ошибки, дорогостоящие. И так, наверное, каждую войну, которую Россия проводила. Но между тем, они учатся. И по итогу, как правило, выходят победителями из ситуации. Правда, опять же, большой кровью, немалой в основном. Я считаю, что Россия прицеливается. Я считаю, что изменения, которые произошли у них в генералитете, в высшем генералитете весной этого года, когда возвращен был Суровикин, и мы эту информацию получили еще тогда, я об этом тогда говорил, и не просто возвращен из опалы и из ненужной, в общем-то, для генерала подобного уровня командировки, а насколько нам было известно, он получил максимальные полномочия по координации ведения войны в Украине. Тактика Суровикина давно была озвучена и им самим. Он уходит, максимально уходит от потерь живой силы и максимально использует вооружение. Я полагаю, что та пауза, которая возникла, вот вы говорите, нет масштабного наступления, это все-таки пауза подготовки. 140 тысяч человек, они сами пишут, они уже мобилизовали. Да, они, наверное, новичков не бросают на переднюю линию фронта, но как минимум 140 тысяч человек могут заменить тех, кто сегодня в тылу или на других линиях, и
опытных бойцов, которых в состоянии потом перебросить на линию фронта как таковую. Поэтому моя точка зрения абсолютно в этом смысле не меняется. Будут удары сильные, будут продолжаться удары по городам украинским. При этом считать особо жертвы уже никто не будет. Пятый год войны, все меньше и меньше это кого-то трогает, к сожалению. И российское общество к этому в этом смысле готово. Не говоря уже о генералитете, не говоря уже о центральной линии не партии, а в данном случае главного генерала. Мосты и все остальное, что должно было быть с точки зрения войны, вот абстрагируясь, не войны между Украиной и Россией, а в целом любой войны, мосты и любые возможности коммуникации, я уверен, будут уничтожены. И будут уничтожены в ближайшее время. Сегодня уничтожается портовая инфраструктура, закрывается выход Украины к морю. Да, там есть еще вариант на Констанцу гнать, да, там небольшой промежуток есть с Румынией, куда можно гнать свои товары. Но я думаю, что Россия и этот вариант будет закрывать. И никакой третьей или второй зерновой сделки, уверен, больше не будет. Ее задача сегодня выжить. А выжить она может, только победив в войне. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Может быть, шажочками, может быть, степ-бай-степ. Не будет степ-бай-степов. Ее это не устроит. Это тоже очевидно. Она не поверит никому сегодня и поймет, что пауза будет использована против нее. Да, она, конечно, тоже может в паузу мобилизоваться, подрихтоваться, немножко оправиться, прийти в себя, восполнить потери и начать с новой мощью. Но российский генералитет отдает себе отчет в том, что то же самое будет делать и Украина. Точно так же украинские войска приведут в порядок, вооружат, и война продолжится с новым ожесточением. Поэтому считаю, что никакого степ-бай-степа не будет. Других вариаций, кроме тех, которые я постоянно называю, или мир, или дикая война, и потом все равно мир, полагаю, не будет. Просто по той причине, что для России вести бесконечную войну в Украине невозможно. Она не может себе этого позволить, как бы они там не хорохорились. И я думаю, что в этом отдает себе отчет и президент России, и его ближайшее окружение. И ближайшее окружение от него требует быстрее закончить эту тему. Что касается Фидана. Не надо забывать, что это вообще-то не дипломат, а опытный кадровый разведчик. Давний разведчик с сумасшедшим опытом, с огромным багажом информации, с контактами в русской разведке, с контактами в разведывательных службах Штатов, в разведывательных службах Украины. Он, полагаю, высказал заготовку, которая по большому счету ничего не значит и ничего не решает. Возможно, Турция будет давить на Россию в том смысле, что турки переживают в принципе за судоходство в Черном море, потому что судоходство в Черном море – это товарооборот, это деньги для Турции, это экспорт и импорт. Это все чрезвычайно важно для турецкой экономики. И с учетом того, что турецкую экономику в годы правления Эрдогана лихорадит, полагаю, что им очень не хочется, чтобы конфликт на суше, который сегодня есть в Украине, перешел в открытый конфликт на море. И в Черное море всем бы было страшно вообще заплывать. И люди бы пытались торговцы пытались бы избегать вообще Черного моря как такового. Я думаю, что в этой связи турки будут вести переговоры и с Россией, и с Украиной, чтобы немножко накал страстей на море снять. Я думаю, что Россия будет переводить стрелки на Украину и говорить, так это же не мы первые стали стрелять по кораблям, катерам и отчитываться, сколько барж, сухогрузов или танкеров подбито. Это же Украина первая начала, будет говорить Россия. Поэтому и Россия предложит Фидану или кому там, или даже султану турецкому переговорить с Зеленским или с его окружением о том, чтобы заканчивали войну на море, потому что это очень невыгодно Турции. Это тактический момент и тактический маневр. Но в целом хочу напомнить, что когда задали вопрос, по-моему, спикеру турецкого парламента, человеку очень близкому к Эрдогану, который может озвучивать то, чего не хочет озвучивать Эрдоган. Когда задали ему вопрос «Крым наш?», как обычно, чей Крым?
Он ответил, он не украинский и не русский. Он дальше не ответил. Но геополитическая стратегия от этого, турецкая, не меняется. Сегодня Турция играет в потомка, становящегося на ноги Османской империи. И это не значит, что они все земли, как раньше, османы под себя подберут, которые были вокруг Черноморья и уходили туда в Азию, уходили даже на север Африки. Это значит, что они очень хотят на все это влиять. И у них некоторые вещи получаются. Например, ситуация в Сирии, я думаю, первым и основным бенефициаром в Сирии переворота и побега оттуда Асада был именно Эрдоган, была именно Турция. Точно так же Турция смотрит и на свои, как она считает, исторические земли, которые сегодня находятся в Украине или в России. И, в принципе, для нее, точно так же, как и для Запада, вполне приемлемая война между двумя славянскими государствами. Оба славянских государства в таком случае ослабнут. Ни одно не выйдет окрепшим. Ну, может, морально там кто-то выйдет, а в целом ослабнут. И дальше история может показывать разные финты ушами, на что и рассчитывает в том числе, уверен, турецкое руководство. Поэтому, резюмируя, считаю, что Россия не пойдет на, как вы сказали, частичное, или не вы, а Фидан, да, на частичное какое-то приостановление боевых действий навала, как по-русски? Ну, навал. Навала Ну такой да, вот будет, это да. вот поступательное движение российских войск будет продолжаться. Серая зона, по словам Сырского, будет увеличиваться. Она и так увеличивается. Причем увеличивается за счет территории Украины. А это, считай, почти оккупированная, почти забранная земля. Я думаю, что эти процессы будут продолжаться, равно как и процессы уничтожения возможности выхода Украины к морю. Россия это сделала в 2022-2023 году, и вы помните, какой крик стоял. Крик стоял от Америки, крик стоял... Ну, от Америки я понимаю. Основные зерновые корпорации и добытчики сегодня зерна в Украине, и основные бенефициары этого рая всего, это американцы. Поэтому они переживали за свое зерно, которое они здесь смолотили и которое им нужно было вывести и продать. Это понятно. Почему кричал Зеленский, тоже понятно. Доля, тема и старший приказал покричать, тоже понятно. Я уверен, что в нынешней ситуации Россия сделает очень многое для того, чтобы выход к морю украинский закончился. Она будет это объяснять тем, что мы заключили в свое время зерновую сделку, а вы с помощью зерновых путей снабжаете Украину оружием, боеприпасами, запчастями и так далее и тому подобное. Я думаю, вот так будет поступать Россия, и я думаю, что все к этому идет. Я думаю, что эскалация будет иметь место. Уверен, что города украинские будут обстреливаться с большей силой, чем за все эти годы. Уверен, что на фронтовой линии будет серьезное изменение событий. Когда, я сказать не могу. Вы начали разговор, давайте о военном поговорим. Но я всегда говорю, что я не отношу себя к специалистам в военном ремесле. Я хоть и военный запаса, но я главный аудитор армии. Это несколько специфичная тема. Это не стратегия и тактика ведения боев и войны. Это стратегия не дать спиздить, я прошу прощения, армейские деньги. Кстати говоря, все, что мы построили... Это так, к слову. Все, что мы построили, операционный аудит в армии в свое время, был уничтожен сразу же, как только Майдан прошел, и майданные министры поняли, что воровать очень сложно, военный аудит все видит. Эта тема была сразу же ликвидирована, так сказать. Поэтому, с точки зрения политической, считаю, что Россия не будет приостанавливать движение, считаю, что она готовится. Медленно готовится. Возможно, для кого-то это вызывает недоумение, но, уважаемый Александр, все эти годы, многие вещи, которые делает Россия, мягко говоря, у нас, у людей думающих, вызывают недоумение. Многие вещи. И в данном конкретном случае будет еще раз очередное, или имеет место очередное недоумение. Кто-то считал, что это все будет быстро. Не будет. Но я уверен, что Россия в данном случае готовится. И я уверен, что она сделает все для того, чтобы пробить бреши в украинской обороне, для того, чтобы войска просто перестали сопротивляться и развернулись назад. Я думаю, это рассматривается как серьезный вариант. И
Это повлечет за собой возможность дальше ничего не делать. И дальше войска сделают все сами. Вы Очень, посмотрите. Да, извините. очень Да-да. интересно звучит на этом фоне. Есть такой центр противодействия, ну, короче, Дезинформация, да. дезинформация, да. И там есть Центр дезинформации, я бы так его назвал. да, Убрать центр слово противодействие. дезинформации Украины, да, и там есть такой Коваленко, донской казак. Он говорит о том, что Россия готовит мобилизацию до 500 тысяч человек уже этой осенью. Часть новобранцев бросают в бой через 2 недели для восполнения потерь на Востоке. Ну, а остальных готовить около месяца для возможного открытия нового направления фронта. Ожидаются очень тяжелые осень и зима, говорит Коваленко. По поводу этой тяжелой осени и зимы прям брешь проели, слушайте. Ну да. Ну вот объективно. Я вот пытаюсь как-то сопоставить, ну, понятно, бьют на эмоции, понятно, там, вот, прошлая зима, позапрошлая зима, и даже правительство поменяли, в том числе ради зимы. Ну, то есть война, зима и ментальное психическое здоровье украинцев – это основная программа вот этого Корецкого, который пришел с новым составом. Состав не анализируют, мотивы не анализируют, юридическую часть вопроса о том, что можно менять, нельзя менять, как менять, зачем менять, тоже не анализируют. Почему? Потому что у нас тут Майдан против Сырского за Федорова, картонный Майдан. И вот этот Федоров там вскрывает проблемы армии, Сырский, такой Скрывает сякой. проблемы Федорова. Ну, то есть, понимаете, и вот за этим всем, скажем так, жабогодюкингом у нас возникает вот потеря сущностного ориентира вот этой, как говорится, зимы. Исходя из того, что вы сказали выше, если наложить это на ситуацию, которая, ну, там, шатает сейчас внутриполитическую украинскую историю, какие выводы напрашиваются? Первой фразой, которую произнес новый премьер-министр на посту нового премьер-министра, была: «Я знаю дату, когда МВФ нам будет выделять новый транш». Я когда услышал, вот видите, я когда услышал эту фразу, понял, ну все, еще один талант приперся. Быть директором, чего он там, Укрнафты, и сделать, как они говорят, из Укрнафты прибыльное предприятие за год, возможно только таким образом, чтобы правильно изменить бухгалтерский баланс, бухгалтерскую отчетность. И то, что раньше списывали в убытки, показать в доходы. Или год не делать убытки, я имею в виду те традиционные, которые были возможны. Это не значит, что он сделал все так, что Укрнафта стала так здорово продавать и торговать нефтью и добывать, и что там, перерабатывать ее, что в мгновение ока превратилось в богатое предприятие. Так не бывает. Просто работа с цифрами, не больше. Возможно, сняли те или иные какие-то обременения, долги в силу политических возможностей. Я к тому, что я пытался понять, в чем великий талант этого парня, который долго работал на нефтяного магната украинского, потом недолго возглавлял «Нефтегаз» и сейчас возглавил кабинет министров. Вот когда он начал с фразы «я знаю, когда нам дадут новый кредит МВФ», я понял, что ну да, понятно. Грядка одинаковая. Все, что у Зеленского произрастает, вырастает. Как говорят, от осинки не родится апельсинка. Вот и это не апельсинка родилась, если говорить о зиме. Что такого придумает директор «Нефтегаза» в стране, в которой разбомбленная энергетика? Такого эдакого. Если верить в то, что его назначили исключительно для того, чтобы он ввел Украину в зиму и вывел ее потом еще живой оттуда. Уверен, что ничего особенного. Уверен. Возможно, предшественница его была просто абсолютно ну, как, несовместима с названием должности и с креслом, которое она занимала. Даже для Зеленского несовместимо, даже для всей этой зеленой гряды. Возможно. И было принято решение, давайте поменяем. Тем более, что УКРСМИ выбрасывают информацию, что этот парень является креатурой условных Шефиров Миндичей. Ну, если Шефиров Миндичей, то в принципе тогда все намного более понятно. Это раз. Два. В глазах любого нормального человека, нормального украинца, хоть немножко мыслящего,
правильной, качественной, позитивной работой нефтегаза является что? Снижение цены на газ для украинского человека. По той причине, что газа в Украине для украинского человека более чем достаточно. Я как-то вам приводил баланс. До войны добывалось 19 миллиардов, на население тратилось 14 миллиардов. 5 миллиардов еще плюса. Это кубометров газа, я имею в виду. Украинского газа. Себестоимость добычи 1000, пусть 1500 гривен на момент до войны. И то в эти 1500 гривен включались и налоги, и прочее, прочее. И деньги на развитие самой отрасли. Все это было. А продавался этот газ украинцам по 10 тысяч. С рассказом о том, как херово в стране и как надо срочно поднять еще раз цены. Так вот, классной работой нефтегаза было бы увеличение добычи, направление газа на нужды украинского населения и прекращение разграбления бюджетов украинских домохозяйств, украинских семей. Я не помню, чтобы это произошло в бытность этого человека, который сейчас стал премьер-министром. Ничего не произошло. Наоборот, нефтегаз отчитывается постоянно о падении собственной газодобычи. Почему? Как же так? Ну, это вопрос риторический. Почему и как же так? Красти треба меньше, вот как же так. Это я все к тому, что пока что на подступах к должности и на первых шагах в должности от этого Корецкого я лично не увидел и не услышал ничего такого, чтобы говорило о его конгениальности в решении стратегических, экономических проблем нашей страны. И уверен, что он не в состоянии будет, если война усугубит тему, он не в состоянии будет ничего сделать для того, чтобы Украина плавно и мягко пережила зиму. Уверен, что этого не будет. Тем более, что Россия продолжит свою как это, стратегию, или что это у него? Стратегию на уничтожение, на полное уничтожение энергетической отрасли. В этой связи, кстати, по нефтегазу еще на кое-что хочу обратить ваше внимание. 2 сделки было заключено в последнее время. Их называют меморандумами. Оба меморандума между частными предприятиями Ахметова и американцами с одной стороны, и кем-то с Востока с другой стороны. И там предметом сделки является разработка украинских полезных ископаемых газа, месторождений газа для улучшения ее добычи, для бла-бла-бла, улучшения баланса, ну и прочий словесная дальше чепуха идет, чтобы реальный вопрос или реальную суть сделки, а именно совместное завладение и потом распродажу украинских недр, чтобы ее как-то красиво в коробочку положить и показать, что это на благо Родины как бы делается. Это делалось параллельно с руководством в нефтегазе нынешнего премьер-министра. Поэтому говорить о том, что он защищает интересы страны, что ему интересно то, чтобы страна вздохнула и чувствовала себя лучше, тем более при наличии больших запасов газа собственного, просто не приходится. А раз так, я не вижу никакого пока индикатора в том, что этот кабинет министров каким-то образом изменит ситуацию для украинских семей в лучшую сторону. Я думаю, он будет просто не в состоянии это делать. Кабинет министров важен, потому что это распорядитель бюджета, он деньги раздает. И их подписи важны. Министра финансов, министра экономики в некоторых случаях и, конечно же, премьер-министра. Возможно, этот премьер-министр еще лояльный, чем та девочка из Чернигова, которая тоже до этого называлась премьер-министром. Полагаю так. И полагаю, что никаких стратегических задач и проблем он просто не решит. Речь идет о деньгах, перераспределении денег. Деньги и перераспределяют. Ни больше, ни меньше. Ну, смотрите, с позиции министра обороны там прям целая политика. Вот сегодня выходит материал. Интересный, кстати. Financial Times. Значит, там описывают ситуацию и говорят, что главной проблемой Сырского является отсутствие конкретной стратегии. Представляете?
Источник среди высокопоставленных чиновников Минобороны утверждает, что Сырский полагает, ВСУ нужно лишь продержаться как можно дольше и мобилизировать больше. Мальчишки какой-то. Да. Нам еще день простоять и ночь продержаться. А Федоров, как бы, он же технологично пытался внедрить там искусственный интеллект, роботы, все дела, то есть гибкая система, чтобы могла адаптироваться к новым условиям конфликта. Ну, так пишет Financial Times. Но это все, по-моему, выплескивается через край. Вчера на Атласе концерты, фестиваля в Киеве. Там Монатик выступал, все звезды, вот это все. Повесили фотографию Федорова, и все скандировали «Федоров, Федоров», выход с этими картонками и так далее. В общем, Сырского геть, Федорова вернуть. В общем, вот такое народное движение. Причем так интересно мне было. Многие обратили внимание там на лаченов всяких, ну, вот этих блогеров, да, которые там донаты. Стерненко не вышел. Советник Федорова. Но говорит, я за, но я не вышел. Другой советник, которого назначил Федоров, стал советником Зеленского. Встретился с бескрестным флешем Зеленский и объявили потом, что он теперь советник Зеленского. Короче, судя по аппаратным шагам, что делает Зеленский в этой ситуации, мы понимаем, что возвращать Федорова никто не намерен. Но тут же, опять-таки, внутриукраинская вот это сидит, когда казаки собираются, сбивают, Ну да, и меняют гетмана, да. сбивают гетмана и хотят другого. У меня вопрос. Ну, то есть, Федорова, ну, вернут вряд ли. Ну, я просто сужу по таким вещам бюрократическим, аппаратным, действительно. А Сырского оставят или нет? Ну, и опять-таки, мы же имеем неимоверный подрыв. Ну, то есть, вот если с позиции, например, там, России как противника, да, системы, система России против системы, это прям подарок, это на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, ничего себе. Народ выходит на улицах, неважно сколько их, много, мало, молодняк это там, дети, взрослые, какая разница. Выходят и говорят, геть главкома, а тут война идет. Они говорят, Ну да. пошел вон, все, меняем. Давай нам там Драпатова или кого-то еще. Потом вот эта вся кризис-антикризис. Вот военным затыкают рты, им приказали ничего не говорить в поддержку Федорова. Выходит Генштаб, говорит, нет, мы такого не... Короче, превратилось это все в истинно украинскую политику. Ну, до военного периода. Это же так по-украински. К чему это все идет, насколько это рукотворно, насколько это по щелчку началось, по щелчку может закончиться, или действительно тут уже все, как бы народ, истосковавшийся, изголодавшийся по украинской политике, не будет, пойдет во все тяжкие в этом отношении. Смотрится на самом деле смешно и грустно, когда гражданские люди... Я абсолютно не хвалю таланты Сырского, совершенно, и не оцениваю их сейчас. Но когда гражданские люди, которые как порох они нюхали, на стадионе под Монатика решают, что главнокомандующий должен уйти, а другой главнокомандующий должен прийти. Звучит дико, конечно. Но вы правильно подметили, это действительно отдает той казачиной, которая долгое время царевала на теренах реальной Украины. На Западной-то Украине ее особо и не было казаччины. Так, чуть-чуть на правом берегу там. Да, так вот. Так вот. Я считаю, что на сегодня в Киеве уже образуется пул персон, тех, которые в сегодняшней киевской власти или каким-то образом опосредованно в ней или к ней, которые очевидно являются противостоянием режиму Зеленского или Зеленскому как таковому. Возможно, им не хочется весь режим менять, потому что режим приносит деньги, режим приносит власть, и режим неплохо себя чувствует с помощью выстроенной карательной системы. А возглавить его очень хочется. И я думаю, что Федорова в данном случае будут использовать. И использовать как, может быть, не как таран, но как один из боевых патронов 100%.
Я думаю, что тема не закончится. Я согласен с вами, что его вряд ли сейчас вернут во власть. Он, кстати говоря, со своей точки зрения правильно сделал, что отказался быть советником у Зеленского. Ему сейчас с политической точки зрения нужно отодвигаться от Зеленского как можно дальше. Но здесь есть одно «но», которое их всех связывает. Всех. И даже этого Федорова, которого считают гением цифровизации. Деньги это «но» называется. Что такое Министерство обороны? Вообще, как выглядит система, структура обороны страны? Есть войска, армия, у нее есть генеральный штаб, есть НГШ, начальник генерального штаба. Он же, как правило, главнокомандующий. Есть верховный главнокомандующий, которым должен быть президент по Конституции. Это раз. И два, как бы над армией, может быть, чуть-чуть в сторонку, имеется такая надстройка, чиновничья надстройка. Она называется Министерство обороны. Задача Министерства обороны не планировать бои, не планировать, куда наступать, что отступать, какие города сдавать, на кого нападать. Задача Министерства обороны – обеспечить боеготовность и работу, и войну со всех точек зрения. В первую очередь, министр обороны является распорядителем денег военного бюджета. А военный бюджет, как мы знаем, самая вкусная сейчас тема. И это тема, на которой денежно поднялись Зеленский, Миндичи, Шефиры и так далее. Для этой когорты ребят, понятное дело, министр должен быть карманным. Ну, типа Умерова. Очень хороший министр. Он присутствует при том, когда распределяют, помните, да, на пленках Миндича, где 20%, где 50%. И Умеров тут же голосует за, против. Это важно для Зеленского, чтобы министр обороны был карманный. И министр обороны нужен именно для того, чтобы правильно распределять потоки денег. Теперь армия. Армия воюет, у нее есть генералы, они ею командуют, и они считают, что они самые главные. Это нормальное человеческое психологическое ощущение и желание. Но не министр же обороны Федоров, который ничего не понимает в войне, как считают генералы. И я думаю, они во многом правы. На чем зарабатываются деньги в армии? К концу года верстается военный бюджет, проект военного бюджета. То есть, что Министерство обороны вместе с армией запросит у страны, сколько денег оно запросит. Этот проект потом консолидируется с общим бюджетом, и этот общий бюджет впоследствии принимается парламентом и подписывается президентом. Первый момент воровства, огромного воровства бюджетных денег на обороне происходит именно тогда, когда верстается проект оборонного бюджета. Туда уже закладываются многомиллиардные хотелки на то, сколько надо украсть. А потом принимаются в рамках общего бюджета страны. Свою часть хотелок дает армия, генералитет. Они говорят, нам нужно столько-то обмундирования, столько-то ракет, столько-то бомб, патронов, там чего, лекарств и так далее и тому подобное. Там есть специальные службы тыла, служба вооружений. Это все входит в структуру генерального штаба. Они формируют заказы, а раз так, к ним идут подрядчики, к ним идут поставщики. И у них годами уже сложены свои отношения с теми или иными поставщиками, которые потом им откатывают долю, этому самому генералитету. Не бывает по-другому. Если кто-то вам будет рассказывать, что по-другому, нет, не будет. Не бывает, особенно во время войны. Никакая прозора не работает. Потому что это надо еще вчера, это нужно срочно отстреливаться, ну и так далее и тому подобное. И все скажут, конечно, давайте делать поставку. И это целый огромный кусок того, где можно воровать деньги, где работают классные коррупционные схемы. Пришел Федоров. Я хочу напомнить, что этот господин занимался цифровизацией. Что там было создано? Вы любите этот ебалы эти вспоминать. Это что же от него, да? Ди, ебалы и прочее, прочее, прочее. Вроде бы хорошо, хорошо. Но здесь я уже как аудитор и как прокурор рассуждаю. Александр, вот вы можете оценить, сколько стоит интеллектуальная собственность, мысль, идея, которую заложили в себестоимость условного чипа, условной базы электронной? Сколько хочешь. Совершенно верно. Сколько хочешь. Она, может быть, реально стоит $100 000. Реально. Ну, вот если так. Но
наших бумагах она будет идти за 10 миллионов долларов. И опровергнуть это будет очень-очень сложно. Именно мне, как прокурору, например, если я буду расследовать такие дела. Так вот, я к тому говорю, что на этой цифровизации, я уверен, было точно так же вынесено и украдено очень-очень много денег. Но, конечно, гораздо меньше, чем дает военный бюджет. Федоров заходит в Министерство обороны, становится главным распорядителем денег военного бюджета. И здесь у него есть свои поставщики. И здесь он начинает говорить условному Сырскому или генералам: слушайте, ну винтовки и автоматы не работают. Работают дроны с вот такими хитрыми чипами, с искусственным интеллектом, с цифровизацией и так далее. Возможно, так оно и есть. И генералы уже начинают прищуриваться, потому что это рубит их доходы, и задают ему вопрос: а кто будет это все вести? Он говорит: я знаю несколько хороших людей. Пусть вас это не волнует, я обеспечу вас дронами. И генералы понимают, что дронами, возможно, их и обеспечат. Но их долей, в этом смысле слова, их вряд ли обеспечат. Вот это основная тема конфликта, я уверен в этом. Именно распределение военных денег. Федоров играл в своих поставщиков, Генеральный штаб играет в своих поставщиков. Вот это основное. Возможно, или скорее всего, идеи Федорова, он же, когда его сняли с должности, он же, помните, вышел с отчетом, да, и начал перечислять. Там поймали, там увеличили, там усилили, там углубили, улучшили. Возможно, идеи Федорова отчасти из того, что он озвучил, действительно хорошо материализовались в плане усиления обороноспособности страны. Возможно. Но я уверен, что раскол произошел именно по причине денежных вопросов, а не по причине того, что Федоров был против, чтобы там Сырский не туда нападал, или не то отбивал, или не там оборонял. Уверен в этом. И в связи с этим конфликт рисковал выйти за рамки сдерживаемого. Полагаю, Зеленский это тоже понимал. По большому счету, Зеленскому фиолетово получать свою долю от Генерального штаба или от Министерства обороны. Он и там свое снимает. Он и его окружение, Шефир и Миндичи. Мы уже все это знаем, мы это все слышали от них самих. И это ставить под сомнение просто не нужно. Ему по большому счету все равно, но серьезный конфликт во время войны между Генеральным штабом, между реальными военными и нереальным, то есть между чиновником и военными, рисковал повлечь за собой намного более серьезные последствия для власти Зеленского. Я хочу обратить ваше внимание вот на какой факт. Исполняющим обязанности министра обороны назначен СБУшник. Именно СБУшник. Да, его представили как боевого генерала, боевого офицера. Есть разница: боевой офицер СБУ и боевой офицер армейский. Она заключается в том, что СБУ занимается терактами, диверсиями, контрразведывательной деятельностью, шпионажем, то есть специфической темой, точечной. Это не планирование армейских операций, это не стратегия. Это первое. Второе. Армия и любая служба безопасности, пусть это будет не на поверхности, но всегда находятся в конфликте. Армия никогда не любит службу безопасности. Ни в одной стране. Это нормальное явление. В свое время Вермахт ненавидел службы СД, СС и Гестапо. Это обычное нормальное явление. А армия не воспринимала в СССР и ненавидела этих с синими околышками НКВД. Потому что это две противные структуры. И в мирное время спецслужбы пожирают армию и лезут в ее дела на ее территорию. Так было всегда и везде. В военное время армия имеет возможность отомстить. Причем очень сильно. И любая спецслужба понимает, что нет ничего сильнее, особенно в военное время, чем армия. Вооруженная, дисциплинированная, умеющая убивать и воевать. И вот во главе Министерства обороны ставят СБУшника. Это говорит о нескольких факторах. Первое. Зеленский не доверяет армии сегодня. Он не верит и не чувствует ее лояльность. Он боится ее. Ему нужны кто-то, кому он еще хоть как-то доверяет. Служба безопасности у нас давно превратилась в политическую полицию.
в полицию по преследованиям в первую очередь и уничтожению инакомыслия. Это все знают. И последние события в Монако в том числе тому подтверждение. И ей он может доверять. Кто-то когда-то из мудрых сказал, что царя и начальника тайной службы во все века, во все времена связывает что-то внутреннее, тонкое, необъяснимое словами. Потому что и тот, и другой соприкасаются с тайнами. Можно представить себе, сколько тайн Зеленского, кровавых тайн, знает служба безопасности. И наоборот, сколько Зеленский знает, сколько он отдавал команд, и сколько этих команд было, и как, и кем исполнено. Это я к тому веду, что это назначение СБУшника в Министерство обороны, а за одним СБУшником пойдет много СБУшников, он же один сам служить там не может, ему нужны свои люди. Это специфическая организация, специфические отношения. Это говорит о том, что Зеленский не доверяет армии. И я думаю, Позвольте, он... я понял, позвольте усомниться. Ну Ну, вот давайте, смотрите, у нас сомнитесь. глава офиса президента тоже ведь там непростой парень, разведчик. И тоже там тайны, и тоже там вот это все. Ну и что мы увидели? Офис президента как-то изменился? И вообще, вот вы так вскользь упомянули Ермолаева, там же ужас. Показали с украинской стороны, украинский генпрокурор, видео, да? То есть, эта чушка застреленная, она Ну, видела. она видела, что ребенок Она идет, видела, да, с что женщиной. дитё, женщина, этот Ермолаев, то есть она это все видела. Она перед ними прошла, положила и вышла, и потом там нажали, и, в общем, все это произошло. И этот момент является, ну вот то, что за ним последовало, является ударом по Буданову. Буданов начал такую какую-то деятельность, ну, такие заявления выдавать, там, то давайте молиться за Зеленского, то еще что-то. Но явно у него сейчас в этой конфигурации, у него сейчас явно самая слабая позиция. Многие говорят, он следующий на вылет. Причем какой вылет, непонятно. Там Федорову, Мосейчук это рассказывает, бывший народный депутат, а Федорову готовят там уголовные дела и все такое, да. Ну, опять-таки, это если они, ну, в общем, Не договорятся. не договорятся, и, в общем, если все зайдет слишком далеко. Ну, это все равно как бы этот меч уголовных дел. Так и Буданова что ждет при вот таком усилении Зеленского? Или мы увидим вот такого Буданова, который молится за лидера нации, обещает кофе в Ялте, там концерты в Крыму? Сейчас отвечу. Сейчас отвечу. Я не вижу сейчас процесса усиления Зеленского. Я вижу процесс ослабления Зеленского. То, что Зеленский не доверяет армии и понимает, что армия к нему стала нелояльной, подтверждается не только назначением СБУшника на пост исполняющего обязанности министра обороны, но и недавним сбором боевых генералов и боевых офицеров, срочным сбором в офисе президента. Что такое? Что случилось? Когда он в последний раз это делал? Что случилось? Он что, обсуждал с ними тактику и стратегию ведения боев? Ни в коем случае. Ему это нужно было для другого. Он хотел, первое, прочувствовать лояльность, нелояльность этих самых боевых генералов. Он хорошо чувствует зрителей, он хорошо чувствует публику. Он неплохой в этом смысле психолог. Ему хотелось это почувствовать, потому что он не верит армии. А армия, я уверен, в большинстве своем уже не верит ему. Он ее достал. Это первое, что он хотел. Второе, что он хотел, понятное дело, очередной раз обмануть этот генералитет и сказать, да вы же не переживайте, Миндичи и Шефиры не только ради меня, и ради вас стараются. Там же дольки какие-то будут, поэтому жить будете хорошо, если будете слушаться. И наоборот, жить будете плохо, если слушать меня не будете. А для этого вам новый его министр обороны, который зайдет туда тоже не сам. Это не усиление, Александр. Абсолютно не усиление. Я не готов вам сказать, с какими чувствами разъехались эти генералы по своим военным частям, но не думаю, что с чувствами мажорными и с чувствами радости. И если Зеленский, как верховный главнокомандующий, идет на такие шаги, это говорит, что он очень не уверен в том, как будет вести себя армия. С Сырским его связывают долгие последние годы. Первое. Военных неудач и неправильных военных решений, которые влекли за собой гибель людей, потерю территорий, потерю городов, а самое главное – гибель людей. Второе, что, несомненно, связывает одного с другим – это деньги. Не может и быть иначе.
А, Теперь касательно... И здесь можно вспомнить, мультфильм был такой «Простоквашино». Там дядя Федор, помните, кот Матроскин? И когда вопрос решался о том, оставить кота в доме или нет, папа сказал: ну, маме, я тебя, конечно, выбираю. Тебя я давно знаю, а этого кота впервые вижу. Поэтому здесь можно и в этом смысле понять решение Зеленского по Федорову. Кстати говоря, я думаю, на каком-то подсознательном уровне Зеленский испытывает ощущение конкуренции и переживаний из-за Федорова. Федоров лучше выглядит, импозантнее, умеет правильнее говорить. Зеленский в сравнении с ним внешне проигрывает, а он как актер не может себе этого позволить. Он очень сильно завидует другим актерам. А теперь перехожу к Буданову. Буданов... Мое глубокое убеждение, что его выдернули из Главного управления разведки в офис президента с единственной целью приблизить врага, а он в глазах Зеленского конкурента, значит враг, приблизить врага к себе и держать его рядом. По возможности испачкаться, чтобы он успел в этом самом офисе президента. И в момент совершения покушения на множественное убийство в Монако Буданов не возглавлял Главное управление разведки. Более того, Буданов на этот момент может сказать, что он был лишен рычагов влияния в Главном управлении разведки. Туда зашел другой человек, ставленник Зеленского. Замы там, насколько я знаю, поменялись. Одного из замов оставили для Буданова, Будановского точнее, но этот зам исключительно выполняет роль мессенджера, не больше. Поэтому Буданов сейчас скажет: я не при делах, если ему зададут подобный вопрос. Я читал закидоны о том, что исполнитель убийства вот этой, как вы ее назвали, Чушки, да, исполнитель убийства Чушки, этот сотрудник Главного управления разведки, он якобы имеет отношение к Буданову. Но по большому счету весь коллектив управления разведки имеет отношение к Буданову, потому что Буданов на протяжении долгих лет выстраивал это управление разведки. Поэтому сказать, что по нему это будет серьезный удар, на мой взгляд, нет. Это могут использовать для того, чтобы его отправить в отставку. То есть его выдернули сначала с должности начальника Главного управления разведки, с должности, которая позволяет реально что-то делать и на что-то влиять. Поставили на должность офиса, и там же остались все Ермаковские, да, вся вертикаль осталась, об этом сам говорил и Буданов. И там он влиять мало на что может. Тем более, что в чиновничьих играх, чтобы сильно понимать, желательно быть чиновником, а не военным. И я думаю, что там его обвести вокруг пальца тоже могут. Но я к тому все-таки веду, что и Буданов, на мой взгляд, и Федоров, и вот этот посол в Англии Залужный, и часть народных депутатов, и тот же зеленый коуч Потураев, он же коуч, да, помните, как он всю эту шоблу зеленую возил в Трусковец, да, в 2019 Да, году. говорил, И там их... вы политические никто, говорит. Да, совершенно верно, вы говнюшки, только теперь вы радуетесь, вы зеленые говнюшки, у вас будет жизнь лучше, но вы должны пукать и пахнуть так, как мы вам скажем, потому что вы никто на самом деле. Кстати, он говорил правду. Они на самом деле никто. Как было, так и осталось. Так вот, коуч Потураев тоже свалил, во всяком случае, заявил о том, что валит оттуда. Насколько я знаю, есть трение с Арахамией. Насколько я знаю, сейчас забыл фамилию этого. Голову поднимает Разумков, опять же, пытается сыграть в прошлое. Так или иначе, в Киеве сегодня образуется набор бывших зеленых или торкнутых зеленой мастью людей, которые уже противопоставляют себя Зеленскому. А с учетом того, как он переживает за лояльность армии и не переживает пока что за лояльность единственной организации под названием СБУ, я полагаю, что его положение абсолютно неспокойная и ненадежная. Тем более, что думаю, что это верная информация, что Буданова будет поддерживать Вашингтонский обком, что бы там ни попытались сделать против него люди Зеленского. Вот так. Посмотрим, там появилась временная поверенная, новая, от Соединенных Штатов. Соответственно, будут, как это, да? Будут опять ходаки в посольство. Это уже такая тоже
традиционная история. Обратите внимание, посла не назначают. Да. Всегда временный поверенный – это показатель, ну, скажем так, не очень отношений между странами и не очень отношений одной страны к другой. Это показательно, кстати. Стерненко выходит и пишет на фоне третьего дня протестов. Третьего дня. Тут тоже важно отметить. За отставку Сырского и возвращение Буданова. Стерненко, его советник, пишет, что... Федорова. Федорова. Стерненко пишет, что выступающих против военных репрессируют. Вчера один военный из Скалы написал пост против него. Сырского имеется в виду. И потом исчез. А аккаунт удалили. Вот так вот, понимаете? Все, начинается. То есть, помните, вот это в 2014 году «Киев, вставай», все дела. Ситуация на самом деле очень, ну, скажем так, очень взрывоопасная. И те, кто там посмеиваются над ней, на фоне того, что вы описали, да, о недоверии армии Зеленскому, она может быть гораздо больнее. Вот помните, мы с вами там много раз общались на этот счет, ну, затрагивали эту тему, что, ну вот кто может, кто есть та сила? Ну, вот эти там женщины на митингах, вот эти там молодняк, вот эти там доходяги, которых крутят, пакуют в бусы, или какие-то просто пенсионеры. Нет. Реальная сила, которая может что-то сказать и которую действительно будут слушать, это будет все-таки армия. И вот завязанная на армии истории. Сейчас это, понятно, не армия, но давайте так, качают через армейские, скажем так, вещи. Очень интересный момент, я хочу с вами его обсудить. Давайте вот посмотрим, вы видели этот фрагмент 100%. Значит, Зеленский рассказывает о Клименко, ну да, который стал секретарем СНБО. Министр внутренних дел. Бывший, да, министр внутренних дел, сейчас секретарь СНБО. С Умеровым что непонятно. Тоже, кстати, Умеров был в Министерстве обороны. Ну, неважно. Там очень важна вторая часть. Его задают вопрос про Клименко. Это в среду, по-моему, было, ну, вот несколько дней назад. Я сейчас проакцентирую, давайте посмотрим. Стосується Клименка, він розглядається як одна з кандидатур. Так, розглядається. Ну, я ще не подав відповідних документів в парламент. Тому що міністр оборони і міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окремо відповідне голосування. У нього є дуже сильні сторони. І, як і у Михайла, є дуже сильні сторони. Так? Тут питання, як я на це дивлюсь. Тобто, перша армія повинна працювати з міністерством разом. Друга історія – ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК, вони десь у військових. Як я вам сказав, що питання мобілізації, воно складне. І їм треба всім займатися. Так, смотрите, я сейчас прерву, сейчас досмотрим. То есть важные мячики, очень важные. Первое. У Федорова, у Клименко они сильные стороны, все нормально, то есть, да, но Министерство обороны должно работать вместе с армией. Ну, окей, единство, это как бы мы помним. И тут он переходит к ТЦК. Паузы, потому что он подбирает слова. Непонятно, ну, скажем так, он видит, и он, что это проблема. Говорит, для меня ТЦК и военное это не одно и то же, это важный аспект. И говорит, что мобилизацией должны заниматься все. А дальше начинается самое интересное. І армії, і військові. І тому я вважаю, що у Клименка це, ну, як скажімо так, постачання і знищення. Это просто нонсенс. Говорит, значит, и армии надо заниматься, и военным мобилизацией, всем надо заниматься. А потом он говорит глаголами, это просто. Поэтому я считаю, что у Клименко много преимуществ, чтобы поставкой заниматься и уничтожением. Я так понимаю, поставкой, ну, логически, да, поставкой мужиков на фронт и уничтожением противника. Но прозвучало это поставкой и уничтожением украинских мужчин. Ну и завершает. Ганебних моментів бусифікаційних, я вважаю, що це може бути його сильними сторонами. Але знов-таки, це ж питання, яке я ще розглядаю. Парламентарі. Ну, понятно, это мы уже знаем, как там дело дальше было.
Дальше он срывается там в процессе этих всех комментариев на русский язык все чаще. Что-то вот не то с ним происходит. Да все оно всегда было не то, потому что все противоестественное, но рано или поздно очевидным становится. Раз и два заканчивается. Естество растет, противоестественное рушится. Все маски снимаются, кафтаны дряхлеют, падают. Актер сам перестает так же гримасничать красиво, как гримасничал когда-то. Это как раз объяснимо. Я хочу напомнить вам фразу. Вот вы привели в пример два глагола, которые он использовал, да, наверное, имея в виду другое. А между тем, как говорят, по Фрейду. Вот оно сработало как по Фрейду. Я хочу напомнить вам фразу, которая была им произнесена в американском парламенте. Мы вам продаем жизни, вы нам даете деньги. И буквально в унисон ему бывший тогдашний министр обороны США, у него немного французская фамилия, я сейчас не вспомню, но я отлично помню, что он тогда сказал. Он сказал: украинцы сейчас делают ту грязную работу, которую мы здесь, в Вашингтоне, никогда бы не хотели делать. Ну, и еще напомню, бельгийский министр обороны, об этом надо говорить, мне кажется, постоянно, высказал правду, что они думают о нас, об Украине. Пока украинцы продают свои жизни, нам нужно этим пользоваться. У нас есть тайм-аут, нам нужно подготовиться. Вот такое отношение на самом деле внешних друзей к Украине и главного внутреннего ее руководителя сегодняшнего к самой этой самой Украине. Помните, в предыдущем выпуске вы говорили о том, что там заставляли человека кричать «Слава ТЦК», да? Угу. А я тогда говорил, что никогда армия по-доброму не воспринимает людоловов, потому что большая половина сегодняшней армии – это те, кто были отловлены людоловами и отправлены на фронт. Никогда они этого не забудут, и ТЦКшники очень боятся попасть на линию фронта или в действующие войска, потому что в первую очередь беду им ждать от тех, кто носит форму украинскую. Никогда им не забудут людоловство. Ни в мирное время, ни тем более сейчас в военное время. Это хорошо, что подобное разделение происходит. Все равно хорошо. Оно рано или поздно даст свой результат. А что касается назначения Клименко, я бы обратил ваше внимание вот на что. Он министр внутренних дел, наверное, единственный в своем роде, который стал главным милиционером, ну, главным ментом или главным, кто там, понтом, полицейским, не будучи опером. Он никогда не проводил оперативной работы, он не имеет к ней никакого отношения. Он не являлся следователем, он даже не знает, что такое участковая работа. Он кадровик. Это совершенно другая порода людей. И в милиции, или в полиции в том числе. Он не опер, он, ну как сказать, никогда раньше нельзя было себе представить, что министром внутренних дел станет кадровик. Кадровик может быть хорошим замминистра. Кадровик классно организовывает порученные мероприятия, потому что он кадровик. Но он не может организовать оперативную работу полиции. Это нереально, потому что у него мозги не так заточены, потому что у него опыта нет. Но что он точно может сделать, это уметь работать с кадрами, он хороший психолог, уметь классно выполнять организационные задачи, административные задачи уметь классно выполнять, уметь классно отчитываться, уметь вовремя сказать и вовремя молчать. Это великолепный царедворец. Любой кадровик – это отличный царедворец, влияющий на политику первого лица. Зеленскому всегда были нужны царедворцы, те, кто вокруг него находится и умеет ему вовремя вкусно сказать, чтобы ему стало лучше. Уверен, что выбор пал на Клименко, в том числе из-за того, что Клименко, будучи хорошим царедворцем, умеет правильно обходиться с Зеленским, показывать максимально свою лояльность. Так это мы видели постоянно. Какое разрушение, куда-то надо с цветочками пойти и положить у разрушенного дома, где погибли 20-30 человек. Там первым делом Клименко, сразу он там говорит. Вот смотрите,
Я сделал выводы просто исходя из своего опыта и на расстоянии, а вы подтвердили мои выводы своими наблюдениями де-факто, так сказать, изучением движений, изучением позиций и так далее. Так что в этом смысле нет ошибки. Второе, почему он интересен, потому что на самом деле он, наверное, неплохой организатор. Это тоже важно. И Совет Безопасности и Обороны, по большому счету, это пустышка. Она при Зеленском стала нужной, потому что этот совет санкции против своих граждан успешно начал выводить. А так он нафиг не нужен. Страна без него замечательно живет и жила. И особого решения они никакого не принимают. Все в руках других людей. Но между тем собирать информацию, консолидировать ее, анализировать ее, выдавать отлично от других свою точку зрения и мнение главному директору этого всего бардака. Это очень важно для директора этого бардака. И вполне вероятно, что Клименко будет поставлена задача максимально коммуницировать со всеми, максимально получать информацию, анализировать ее, предоставлять свою особую точку зрения на происходящее и на тех или иных персонажей. Я думаю, что в этом смысле Зеленский ему доверяет. И вот, собственно, все. Ничего другого он не сделает. Если речь вы вели о том, что вот эта фраза «поставка», да, и «уничтожение», ну, уничтожением Совет Безопасности и Обороны не занимается, войной он тоже не занимается, кто бы там что ни рассказывал, или как бы ни звучало его название. А вот консолидацию работы государственных органов по людоловству, да, такое представить себе можно. Но тут, мне кажется, может возникнуть конфликт интересов. Насколько я понимаю, министром назначили вместо него Выговского, это бывший начальник полиции. В свое время, когда полицейские убежали, помните, был расстрел людей в торговом центре, и 2 полицейских, которые прибыли на вызов, убежали, из-за этого людей больше погибло. И Выговский тогда выступал, мне казалось, он сказал честно, от сердца. Он сказал, что полиция не должна участвовать в процессах людоловства. Это не ее обязанности, и это не ее назначение. Ее назначение – ловить преступников и предупреждать преступления, и раскрывать преступления. Если это было сказано честно и искренне, думаю, что на посту министра он попытается делать так, чтобы нивелировать участие полиции в людоловных облавах. И вот здесь может быть конфликт интересов между ним и бывшим шефом его, и нынешним этим директором СНБО, и между ним как министром и президентом. Такое может быть, и мы это увидим в ближайшее время. Но тогда я удивился, приятно удивился, слышав такие слова от полицейского. По сути, это было признание в том, что полицию превращают, или часть полиции превращается в людоловов и участвуют в непотребном гадком деле. Ну, они как бы участвовать не перестали после этих слов. Максим, давайте тоже. Я знаю, не перестали. От того, что там кто-то чего-то сказал, ну, посмотрим, как дело дальше будет развиваться. В общем, Понимаете, какая штука? Сейчас, одну минутку. Очень часто бывают случаи, когда нормальный человек не сразу все может сделать. В силу разных причин. В конце концов, получения приказов. Но когда он становится первым лицом, распорядителем, он может сделать. И кто знает, может быть, у Выговского получится сделать так, чтобы не пойти на поводу у Зеленского, и, как вы сказали, что там отлавливать и уничтожать, а поставлять и уничтожать, а все-таки отвести полицию от этого дрянного дела, и кто знает, может быть, на том самом людоловство захлебнется. Люди ведь почему боятся сопротивляться? Потому что рядом участвуют полицейские в этих облавах, а это уже любое сопротивление полицейскому, а тем более нанесение ему... Полицейский имеет право задерживать, полицейский имеет право применять средства, ну, спецсредства, наручники, дубинки, газы, шокеры и так далее. И сопротивление полицейскому, причинение ему телесных повреждений – это уголовное правонарушение, и люди боятся в данном случае сопротивляться полиции. Мне кажется, что если полиция не будет поддерживать людоловство, то людоловам будет намного сложнее это делать. Это, Александр, это на сегодняшний момент мои размышления. Я искренне надеюсь на то, что
через несколько месяцев вся наша страна будет рассуждать об этом как о страшном прошлом, о страшном сне. И о людоловстве, и о ТЦК, и о войне, и о Зеленском, и о Миндичах, и о ограблениях, и о разрушенных зданиях, домах, квартирах. Очень хочу в это верить и на это надеюсь. Ну, знаете, точку, чтобы поставить в нашем эфире, вот, пожалуйста, фрагмент из возле Ивана Франка, ну, то есть, да, на этой площади, где собираются протестующие с картонками. Вот что скандируют. Ну, понятно, сырского геть, но как бы финальная точка, это вот они говорят: слуга народу, выйди до народу. Слуга народа этого народа не боится. Он научился дурить этот народ давно, задолго до того, как он стал президентом. Этот слуга боится другое. И вы сегодня в разговоре вспомнили армию. Я думаю, что это верный прицел. Я думаю, что это единственный сегодня возможный катализатор внутреннего изменения ситуации. Что нужно, чтобы этот катализатор сработал, ну, мы уже обсуждали с вами. Опять же, внешние факторы и несколько внутренних факторов. Но давайте их отложим чуть на позже. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Добра и света. Увидимся.